Представьте себе мир, где природные катаклизмы становятся нормой, где загадочные сигналы из глубин космоса меняют наше понимание Вселенной, а технологии развиваются настолько стремительно, что ставят под угрозу само существование человечества. И вы знаете, это не сценарий фантастического фильма, а предсказание одного из самых загадочных прорицателей нашего времени – Атоса Саламе. В этом видео мы раскроем его интригующие пророчества на ближайшие годы, какие испытания ожидают нас в будущем. Сможем ли мы справиться с надвигающимися бедствиями и сохранить наш мир? Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, присоединяйтесь к нам, чтобы узнать ответы на эти вопросы и многое-многое другое. В последние годы имя Атоса Саламе все чаще появляется на просторах интернета и привлекает внимание людей по всему миру. Этот бразильский прорицатель приобрел всемирную известность благодаря своим многочисленным предсказаниям, некоторые из которых уже сбылись, а другие касаются ближайшего будущего, включая прогнозы на 2024 год. Атос Саламе родился в 1987 году в небольшом городе Клау, расположенном в штате Минас-Жерайс, Бразилия. Его путь к известности начался в возрасте 12 лет, когда у него впервые проявились паранормальные способности. Сам Саламе утверждает, что этот дар он унаследовал от прадеда, известного своими познаниями в оккультных науках. Будучи потомком цыган в 4-м поколении, он с детства обладал необычайно острой интуицией и обостренным восприятием. Саламе вспоминает, как в юном возрасте начал наблюдать феномены, выходящие за рамки его понимания. Эти переживания пробудили в нем жажду постичь загадочные явления и привели к изучению различных эзотерических практик. Постепенно его способности развивались и усиливались, что привлекло внимание окружающих. Саламе утверждает, что информация поступала к нему с молниеносной скоростью, и даже в детстве он мог предсказывать события, которые казались невероятными. Сегодня Атоса Саламе часто сравнивают с Нострадамусом, знаменитым прорицателем XVI века. И такое сравнение возникло не случайно. Саламе, как и Нострадамус, делает прогнозы, которые кажутся невероятными и фантастическими, но впоследствии нередко сбываются. Его предсказания охватывают широкий спектр тем, включая глобальные катастрофы, геополитические события и технологические прорывы. Атос Саламе приобрел широкую известность благодаря точности своих предсказаний. Некоторые из них уже сбылись, что укрепило его репутацию и привлекло внимание. Одним из самых известных и значимых предсказаний Саламе является пандемия. Задолго до ее начала он предсказал глобальное распространение нового вируса, который принесет с собой многочисленные жертвы и серьезные экономические последствия. Его прогнозы включали карантинные меры, массовые заболевания и глобальную панику, что полностью совпало с реальными событиями 2020-2021 годов. Еще одним важным предсказанием Саламе стала смерть королевы Елизаветы II. Он предсказал ее кончину с удивительной точностью, указав приблизительное время ее смерти. Это событие потрясло весь мир и стало важным моментом в истории Великобритании. Саламе также предвидел, что после смерти Елизаветы II королевская семья столкнется с многочисленными проблемами и вызовами, что тоже оказалось правдой. Саламе предсказал и проблемы со здоровьем у короля Карла III. Он утверждал, что Карл III будет сталкиваться с серьезными медицинскими трудностями, что может повлиять на его способность управлять страной. Эти прогнозы подтвердились, когда король действительно начал испытывать проблемы со здоровьем, вызвав беспокойство среди его подданных и мирового сообщества. Среди других впечатляющих предсказаний Саламе было приобретение Твиттера Илоном Маском. Саламе предвидел, что Маск, известный своими инновациями и смелыми шагами в бизнесе, решит купить одну из крупнейших социальных сетей. Это предсказание сбылось в 2022 году, когда Илон Маск действительно приобрел Твиттер, вызвав широкий резонанс в СМИ и подтвердив репутацию Саламе как точного прорицателя.
А то Саламе продолжает удивлять мир своими пророчествами. На ближайшие годы, особенно на период с 2024 по 2026 год, он предсказал ряд серьезных вызовов и событий, которые могут кардинально изменить мировую картину. Эти предсказания касаются как политической арены, так и глобальных конфликтов и представляют собой тревожные знаки, которые невозможно игнорировать. Одним из наиболее значимых предсказаний Саламе на 2024 год является возможное военное вторжение в Соединенные Штаты Америки. Согласно его видениям, угроза исходит из региона Южно-Китайского моря. Это вторжение будет беспрецедентным по своим масштабам и последствиям, и оно поставит США перед лицом огромных испытаний. Саламе утверждает, что конфликт начнется неожиданно и будет включать в себя сложные военные операции, кибератаки и экономические санкции. Это событие может привести к серьезным разрушениям и потерям, не только материальным, но и человеческим. Он предупреждает, что Соединенные Штаты должны быть готовы к этому вызову и принять все возможные меры для его предотвращения. Еще более тревожным является предсказание Саламе о том, что это военное вторжение может стать катализатором Третьей мировой войны. В его видениях он видит, как конфликт между крупными мировыми державами разгорается до таких масштабов, что охватывает весь мир. Этот глобальный конфликт может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. Саламе описывает, как напряженность между странами будет нарастать, и малейшая искра может разжечь огонь мировой войны. Он предупреждает, что лидеры стран должны проявить мудрость и осмотрительность, чтобы избежать такого развития событий. Важно искать дипломатические решения и не допускать эскалации конфликтов до точки невозврата. Особое внимание Саламе уделяет противостоянию и могущественных лидеров, которые, по его мнению, являются приверженцами оккультных наук. В его видениях он видит, как эти лидеры, обладающие огромной властью и влиянием, используют свои знания и способности для достижения собственных целей. Они тщательно выбирают моменты для своих действий, ориентируясь на астрологические и магические принципы. Саламе утверждает, что именно эти лидеры стоят за многими глобальными событиями и катастрофами. Их стремление к власти и контролю над миром может привести к непредсказуемым и разрушительным последствиям. Он призывает людей быть бдительными и осознавать, что за многими политическими и военными действиями могут стоять силы, которые невозможно увидеть на поверхности. А то Саламе предупреждает и о несколько серьезных опасностях и катастрофах, которые могут постигнуть человечество в ближайшие годы. Его видение охватывает как природные, так и техногенные угрозы и рисует тревожную картину будущего, требующую пристального внимания и подготовки. Одним из наиболее зловещих предсказаний Саламе является возникновение опасного вируса, который высвободится из тающих ледников Антарктиды. По его словам, этот вирус, древний и чрезвычайно смертоносный, скрывался в ледниках на протяжении тысячелетий. С потеплением климата и ускорением процессов таяния ледников вирус высвободится и начнет распространяться по всему миру. Саламе предупреждает, что этот вирус может привести к гибели миллионов людей, вызывая массовые эпидемии и кризис в системах здравоохранения по всему миру. Он утверждает, что человечество должно быть готово к этой угрозе и разработать меры предосторожности, чтобы предотвратить ее распространение и минимизировать последствия. Важно также усилить исследования и мониторинг изменений в Антарктиде, чтобы своевременно обнаружить любые потенциальные угрозы. Еще одной серьезной угрозой, на которую указывает Саламе, является развитие искусственного интеллекта. По его предсказаниям, искусственный интеллект может использоваться для создания новых вирусов и биологического оружия, что представляет огромную опасность для человечества. Саламе считает, что технологии искусственного интеллекта могут выйти из-под контроля и стать инструментом в руках злонамеренных людей или организаций. Он предостерегает, что будущие эпидемии могут быть не природного происхождения, а результатом синтетических разработок в лабораториях, использующих искусственный интеллект. Эти искусственные вирусы могут быть чрезвычайно сложными и устойчивыми к традиционным методам лечения, что сделает борьбу с ними еще более трудной. Саламе призывает к строгому контролю и регулированию разработок в области искусственного интеллекта, чтобы предотвратить их потенциальное злоупотребление.
Помимо физических угроз, Саломе также предупреждает и о возможной эпидемии психических расстройств, которая может затронуть миллионы людей. Он описывает мрачное будущее, в котором напряженная геополитическая обстановка и постоянные стрессы приведут к массовым психическим заболеваниям и расстройствам. Саломе предсказывает, что в ближайшие годы мир столкнется с ростом психических заболеваний, такие как депрессия, тревожные расстройства и психозы. Он считает, что эти заболевания могут достигнуть эпидемических масштабов, и многие люди будут страдать от тяжелых психических расстройств, которые сделают их жизнь невыносимой. В его видениях люди, пораженные этими болезнями, будут уподобляться зомби, безжизненные, безвольные и неспособными к нормальному существованию. Саломе также предупреждает, что геополитическая напряженность, экономические кризисы и социальные конфликты будут усугублять ситуацию, вызывая обострение душевных расстройств и всплески страданий. Он описывает, как массовые беспорядки, войны и природные катастрофы создадут атмосферу постоянного страха и стресса, что приведет к ухудшению ментального здоровья миллионов людей. Саломе призывает общество и правительство обратить особое внимание на проблемы психического здоровья и разработать программы поддержки и лечения для тех, кто страдает от психических расстройств. Он также советует каждому человеку уделять внимание своему ментальному здоровью, заниматься медитацией, физическими упражнениями и другими практиками, которые помогают справляться со стрессом и поддерживать эмоциональное равновесие. Атос Саломе заглядывает не только в будущее Земли, но и в космос. В его видениях отражены удивительные космические открытия и возможные контакты с внеземными цивилизациями, которые могут кардинально изменить наше понимание Вселенной и нашего места в ней. Саломе предсказывает, что в ближайшие годы человечество столкнется с новым витком космического соперничества. Основой для этого станет обнаружение астероида, богатого драгоценными минералами. Это открытие вызовет ожесточенную конкуренцию между странами и частными компаниями за право разрабатывать и добывать эти ценные ресурсы. Астероиды, содержащие редкие и драгоценные элементы, могут стать ключом к новым технологиям и огромным богатствам. Саломе считает, что это открытие станет поворотным моментом в истории космических исследований и откроет новую эру в развитии человечества. Страны и корпорации будут стремиться первыми получить доступ к этим ресурсам, что может привести к значительным политическим и экономическим изменениям. Одним из самых интригующих предсказаний Саломе является обнаружение загадочного сигнала, зафиксированного телескопами. Этот сигнал, по его словам, станет доказательством существования внеземных цивилизаций и приведет к первому контакту с ними. Саломе предсказывает, что сигнал будет исходить из глубин космоса и будет содержать информацию, которая укажет на наличие разумной жизни за пределами нашей планеты. Это событие вызовет огромный интерес у ученых и общественности и станет началом новой эры в астрономии и космологии. Внезапное подтверждение существования инопланетян заставит человечество пересмотреть свои представления о Вселенной и о своем месте в ней. Еще одно важное предсказание Саломе связано с открытием жизни на одном из спутников Юпитера Европе. По его видениям, в океанах этого ледяного спутника будут обнаружены микроскопические организмы, обладающие уникальными свойствами. Это открытие станет сенсацией и вызовет пересмотр многих научных концепций. Ученые долгое время подозревали, что под ледяной коркой Европы может существовать жидкий океан, который, возможно, и поддерживает жизнь. Саломе утверждает, что подтверждение этой теории станет реальностью в ближайшие годы. Обнаружение инопланетной жизни на Европе вызовет смятение среди научного сообщества и общественности и заставит пересмотреть многие устоявшиеся представления о возможности жизни за пределами Земли. Атос Саломе не только предсказывает космические открытия, но и предостерегает о рисках, связанных с развитием будущих технологий. Он видит как позитивные, так и негативные последствия научно-технического прогресса.
Одним из самых радикальных предсказаний Саламе является появление детей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Он утверждает, что в ближайшие годы технологии искусственного интеллекта достигнут такого уровня, что станут возможны манипуляции с генетическим материалом и создание новых форм жизни. Это станет переломным этапом в истории человечества и вызовет множество этических и моральных вопросов. Саламе считает, что такие технологии могут быть использованы для создания идеальных детей, лишенных генетических заболеваний и обладающих улучшенными физическими и интеллектуальными способностями. Однако он также предупреждает и о рисках, связанных с этими технологиями. Манипуляции с генетическим материалом и сознанием могут привести к непредсказуемым и губительным даже последствиям. Атос Саламе предвидит и череду природных катаклизмов, которые могут серьезно повлиять на различные регионы мира. Его видение охватывает 3 ключевые зоны – Африку, Ближний Восток и Соединенные Штаты Америки. Эти катаклизмы станут настоящим испытанием для человечества и потребуют огромных усилий для их преодоления. В Африке предсказатель видит многочисленные стихийные бедствия, которые могут разрушить целые регионы. Он предсказывает масштабные засухи, которые приведут к дефициту воды и продовольствия, а также к массовым миграциям населения. Эти засухи вызовут голод и болезни, что создаст серьезную гуманитарную кризисную ситуацию. Кроме того, Африка может столкнуться и с сильными землетрясениями и извержениями вулканов, которые будут разрушать инфраструктуру и затруднять жизнь миллионов людей. Саламе предупреждает, что международное сообщество должно быть готово оказать помощь африканским странам в случае этих катастроф, чтобы предотвратить дальнейшие бедствия. Ближний Восток также станет ареной серьезных природных катаклизмов. Саламе видит в своих видениях сильные полевые бури, наводнения, которые будут уничтожать посевы и жилые районы. Эти катастрофы будут усугублять существующие политические и социальные проблемы региона, создавая дополнительное напряжение и конфликты. Наводнения и штормы, по словам Саламе, будут разрушать и прибрежные города, и сельскохозяйственные угодья, что приведет к массовому переселению людей и обострению борьбы за ресурсы. Он призывает правительства стран Ближнего Востока уже сейчас разработать стратегии по смягчению последствий природных катастроф и подготовиться к их возможному наступлению. Соединенные Штаты Америки также не останутся в стороне от природных катаклизмов. Саламе предсказывает ураганы, торнадо и землетрясения, которые будут разрушать города и села, нанося огромный ущерб экономике страны. Он также видит риск масштабных лесных пожаров, которые будут уничтожать миллионы гектаров леса и угрожать жизни людей и животных. Однако одной из крупнейших катастроф, предсказанных Саламе, станет именно водная стихия, поглощающая одну из держав мира. Это наводнение будет настолько мощным, что затопит огромные территории и приведет к гибели многих людей. Саламе предупреждает, что подобное бедствие может случиться внезапно, и человечество должно быть готово к его последствиям. Кроме природных катаклизмов, бразильский Нострадамус также предсказывает события, связанные с концом света и появлением Антихриста. Эти пророчества вызывают особое беспокойство и требуют пристального внимания. Он предсказывает, что в ближайшие годы на Земле появится Антихрист, что станет предвестником конца света. Он описывает Антихриста как могущественного и коварного лидера, который завоюет доверие людей и будет использовать свои силы для зла. Этот персонаж появится неожиданно и станет причиной множества бедствий и страданий. Он утверждает, что Антихрист будет обладать невероятными способностями и знаниями, которые позволят ему манипулировать сознанием людей и управлять их действиями. Он предупреждает, что человечество должно быть готово к его появлению и проявить осмотрительность, чтобы не попасть под его влияние. Еще одной угрозой, предсказанной Саламе, является виртуальное истребление, которое станет серьезной опасностью для мира. Он видит в своих видениях, как технологии, включая искусственный интеллект и виртуальную реальность, будут использоваться для контроля и уничтожения людей. Эти технологии могут стать оружием в руках тех, кто стремится к власти и контролю над миром.
Также он предупреждает, что виртуальное истребление может привести к массовым психическим расстройствам и деградации человеческого общества. Люди будут жить в страхе под постоянным контролем, теряя свою свободу и индивидуальность. Он призывает человечество быть осторожным с развитием и использованием новых технологий, чтобы предотвратить их злоупотребление. Несмотря на такие вот тяжелые предсказания, Саломе оставляет надежду на спасение человечества. Он утверждает, что люди с определенными метками на теле смогут защитить себя и других от надвигающихся бедствий. Эти метки будут символами защиты и силы, которые помогут противостоять злу и сохранить жизнь. Также бразильский Нострадамус призывает людей обратить внимание на свое духовное развитие и искать внутреннюю силу и мудрость, чтобы преодолеть испытания. Он верит, что только через единение и понимание можно справиться с угрозами и построить лучшее будущее. Итак, мы с вами рассмотрели предсказания от Атоса Саломе о природных катаклизмах, технологических угрозах и о возможном конце света. Эти пророчества вызывают беспокойство и заставляют задуматься о нашем будущем. Но несмотря на мрачные прогнозы, Саломе оставляет нам надежду. Он призывает нас с вами к единству, осознанности и духовному развитию, чтобы противостоять грядущим испытаниям. Будьте готовы к любым вызовам и помните, что наше будущее зависит от наших действий сегодня. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, и оставляйте свои комментарии. Какие предсказания вас больше всего впечатлили сегодня? Делитесь своими мыслями, берегите себя.